Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рыбного блюда нам понадобится 2 скумбрии. Выкладываем рыбу на стол, делаем надрез наискосок под плавник, затем разворачиваем нож и ведем вдоль хребта, срезая верхнее филе. Вот такое филе получается. Затем рыбку переворачиваем. Снова делаем надрез наискосок под плавник, разворачиваем нож, ведем его вдоль хребта и срезаем второе филе. Повторяем процесс со второй рыбкой. Затем реберные кости вместе с черными пленками и внутренностями срезаем и удаляем шкуру. Этому трюку меня научила корейская семья. Вместо надоевшего лосося теперь я всегда буду готовить скумбрию так. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Дешево и полезно. Жареная рыба уже в прошлом. Невероятно простой и доступный рецепт, очень легко готовить. Если вы не знали, что приготовить на ужин, этот рецепт просто находка. Рыбу больше не жарю, любители рыбы не смогут пройти, не попробовав его. Рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень полезно. Великолепный обед или ужин готовится из простых и доступных продуктов. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь на каждом филе делаем надрезы, не разрезая рыбку, на расстоянии 1 см друг от друга. Замаринуем скумбрию. Филе солим по вкусу. Я на 2 рыбы скумбрии с 2 сторон использую половину чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Также нам понадобится половина чайной ложки специй к рыбе. Посыпаем рыбку специями. Поливаем каждое филе несколькими каплями лимонного сока. Также поливаем каждое филе несколькими каплями растительного рафинированного масла. Смазываем филе. Затем переворачиваем рыбку. И также солим и перчим с каждой стороны. Посыпаем специями к рыбке. Поливаем лимоном. И растительным маслом.
Смазываем рыбку. Оставляем скумбрию промариноваться на 15-20 минут. Так как она филирована, то этого ей будет достаточно. Займемся овощами. Мелким кубиком нарезаем один репчатый лук. Отправляем в миску. Также нам понадобится 3 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Добавляем к луку. Теперь нам понадобится 2 маринованных огурца весом 50 грамм. Нарезаем мелким кубиком. Отправляем огурцы к луку. Мелким кубиком нарезаем 1 красный сладкий болгарский перец. Добавляем к овощам. Один сочный спелый крупный томат также нарезаем некрупным кубиком. Отправляем в миску. Мелко нарезаем пол пучка петрушки. Добавляем к овощам. Теперь к овощам добавляем 2 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, 2 столовые ложки соевого соуса. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла и перекладываем половину овощей. Равномерно распределяем овощи по форме. На овощи выкладываем филе рыбки. Выкладываем вторую часть овощей на филе скумбрии. Также нам понадобится 2 слайса сыра. Нарезаем сыр и выкладываем поверх овощей. Для приятного сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Тоненько нарезаем
и раскладываем масло по овощам. Накрываем скумбрию с овощами фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Великолепная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Просто поставьте рыбу в духовку, вся семья будет в восторге. Такую скумбрию не стыдно подать и на праздничный стол. Очень легко готовить. Вкусный рецепт из простых продуктов. Скумбрия в духовке еще никогда не была такой сочной и вкусной. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится одна скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженая, я ее разморозила не до конца, так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову. Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко, поочередно с двух сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем ее кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 2 столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина. Добавляем по половине чайной ложки специй к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем черный перец. Хорошенько перемешиваем маринад.
Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку. И оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем 1 довольно крупный репчатый лук. Теперь лук солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх. Красивенько заворачиваем краюшки рыбки. И смазываем ее оставшимся маринадом. Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. И закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном. Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной, прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке – простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Для приготовления этого вкусного блюда в форму для выпекания наливаем 1 столовую ложку растительного масла, смазываем ее. У скумбрии отрезаем хвостик, голову,
Делаем это наискосок, чтобы зацепить плавники. Со стороны спины делаем надрез вдоль хребта, не разрезая брюшко. Повторяем процесс со второй стороны от хребта. Убираем хребет. И легко удаляем все внутренности и черные пленочки. Также удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Укладываем ее в форму для выпекания. Повторяем процесс со второй скумбрией. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу, запеченная скумбрия в духовке. Просто поставьте рыбу в духовке, дешево и полезно. Рецепт, который впечатлил всех. Шикарное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Просто приготовьте скумбрию, вся семья в восторге. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Рыбу можно подать как на каждый день, так и на праздничный стол. Приготовим маринад для рыбки. Нам понадобится 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки. Добавляем 1 чайную ложку гранулированного чеснока и 1 столовую ложку лимонного сока. Хорошенько перемешиваем. Тщательно смазываем рыбку полученным ароматным маслом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем скумбрию зеленью. Теперь рыбку солим по вкусу. И посыпаем черным перцем. Отставляем рыбку в сторону. Займемся начинкой. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Пока разогревается масло в сковороде, нарежем мелким кубиком 1 репчатый лук. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, на крупной терке натираем 1 довольно крупную морковь. Периодически лук перемешиваем. Добавляем морковь к луку. Обжариваем до полумягкости. Пока обжаривается морковь, небольшим кубиком нарезаем 2 грибочка шампиньона.
Периодически овощи перемешиваем. Отправляем грибы в сковороду. Добавляем треть чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем и обжариваем до появления золотистости у грибочков. Тем временем одно яблочко очищаем. Натираем на крупной терке. Выкладываем яблоко на рыбку. Яблоко в этом блюде придает невероятный вкус и сочность рыбке. Обязательно приготовьте такое блюдо. Сверху на яблочко раскладываем обжаренные овощи. Каждую рыбку поливаем 1 столовой ложкой майонеза. Равномерно распределяем. На крупной терке натираем 50 грамм сыра сулугуни. Посыпаем рыбку. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. Запеченная рыба под овощной шубой готова. Скумбрия получается невероятно сочной, мягкой. Она просто тает во рту. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу в духовке, этот рецепт просто находка. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку. Дешево и полезно. Любители рыбы не могут пройти мимо, не попробовав его. Вся семья будет в восторге. Просто приготовьте рыбу с яблоками и морковью, и все останутся довольны этим рецептом. Сегодня готовлю очень вкусную и нежную заливную скумбрию. Присоединяйтесь. Скумбрию размораживаем, отрезаем голову, разрезаем брюшко, вынимаем все внутренности, а также черные пленки. Удаляем жабры и тщательно промываем рыбку и голову. Нарезаем на порционные кусочки. На дно кастрюли укладываем головы и хвосты, затем выкладываем рыбку. Добавляем 1 хорошо промытый неочищенный лук, 1 очищенную морковь, фиксируем ниткой 1/3 часть пучка петрушки, добавляем к рыбе. Добавляем 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного. Заливаем 900 мл холодной воды. Доводим до кипения, периодически убирая шум. После закипания убавляем огонь до минимума и варим 25 минут. По истечении времени достаем морковь, петрушку и лук выбрасываем. Достаем рыбку. Даем рыбке остыть. Тем временем в 50 мл холодной воды добавляем 15 грамм желатина. Перемешиваем, даем набухнуть. Тем временем процеживаем бульон. Теперь бульон солим по вкусу. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Рыбка остыла, разбираем ее, удаляем кости. По желанию кожу тоже можно убрать. Теперь в блюдо для подачи выкладываем рыбку, отваренное вкрутую яйцо, морковь и зелень. Заливаем бульоном, чтобы он покрывал рыбку. Даем остыть и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа.
Также можно это блюдо подать порционно. Заливное из скумбрии готово. Оно получается очень вкусным, нежным и понравится всем вашим родным и близким. Сегодня готовлю очень вкусную скумбрию по-царски. Она выглядит шикарно и разлетается со стола моментально. Присоединяйтесь. Для начала очищаем скумбрию. Она должна быть не до конца разморожена, так легче. Отрезаем голову, хвостик, плавнички. Разрезаем брюшко и достаем все внутренности. Очень тщательно вычищаем все, что есть внутри. Далее рыбку хорошо промываем. Срезаем филе вдоль хребта. Вынимаем косточки. Если у вас есть пинцет, можно сделать это пинцетом. Теперь филешечки солим, буквально по щепотке, слегка приперчим и добавляем специи у меня к рыбе. Посыпаем желатином по 7-8 грамм на каждое филе. Теперь займемся начинкой. 2 отваренных крутое яйца нарезаем кружочками по 2-3 мм толщиной. Далее нарезаем 1 соленый огурчик, также кружочками. 1 отваренную морковь натираем на крупную терку. Раскладываем пищевую пленку на столе, укладываем филе. На филе укладываем морковь. Теперь яйца. Сверху укладываем огурчики. Накрываем второй филешечкой и хорошо заворачиваем в пищевую пленочку. Стараемся сделать это как можно туже. Теперь еще один слой пищевой пленки. И третий слой пищевой пленки. Завязываем края. У меня обычная нитка, я ее сложила в 3 раза. Прокалываем зубочисткой. Обвязываю рыбку для дополнительной фиксации пищевой пленки. В кипящую воду отправляю рыбку и буду варить ее 30 минут. Рыбка готова, укладываем ее в подходящую емкость. Сверху укладываем пресс, в моем случае это поднос и 3-литровая банка компота. Оставляем до полного остывания и укладываем рыбку в холодильник на 3 часа. Через 3 часа достаем рыбку, срезаем нити, срезаем хвостики, режем пищевую пленку. Очищаем рыбку от пищевой пленки. Вот такая чудесная она получилась. Нарезаем на порционные кусочки. Рыбка получается безумно вкусной, нежной и очень красивой. Шикарно смотрится на праздничном столе. Сегодня готовлю неимоверно вкусную, красивую скумбрию по-королевски. Присоединяйтесь. Свежемороженую скумбрию размораживаем не до конца. Она должна быть еще слегка твердой. Делаем надрезы перпендикулярно хребту со стороны хвоста и головы. Теперь делаем надрезы вдоль хребта с одной стороны, отделяя хребет от филе, и с другой стороны.
Теперь при помощи ножниц отрезаем хребет. Вынимаем внутренности и черную пленочку. Удаляем жабры. Хорошенько промываем рыбку и просушиваем при помощи сухих салфеток. Теперь рыбку по вкусу солим, перчим и сбрызгиваем 1-2 чайными ложками лимонного сока. Посыпаем слегка зеленью. У меня свежемороженый укроп и петрушка. То же самое проделываем со второй рыбкой и отставляем в сторону на 2 часа, чтобы рыбка промариновалась. Подготовим начинку. Мелким кубиком нарезаем 1 луковицу, натираем на крупную терку 2 очищенные морковки, нарезаем небольшим кубиком 150 грамм грибов, шампиньонов. На раскаленную сковороду с 3 столовыми ложками растительного масла выкладываем лук и обжариваем буквально минутку до легкой золотистости. Добавляем морковь, также обжариваем 1-2 минуты. Теперь добавляем 1 болгарский перец, у меня свежемороженый. Добавляем грибочки, добавляем пол чайной ложки соли и слегка приперчим. Все хорошенько перемешиваем и ждем появления жидкости с грибов. Когда жидкость появилась, добавляем 50 грамм сметаны, перемешиваем и даем протушиться 2 минутки. Через 2 минуты выключаем огонь, начинка готова. Форму для выпекания смазываем растительным маслом, перекладываем нашу рыбку, наполняем ее начинкой. Далее при помощи зубочисток скрепляем краюшки. Сверху на начинку выкладываем томат, у меня свежемороженый. Накрываем рыбку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут. Смотрите по своей духовке. Через 45 минут натираем на крупную терку 70 грамм твердого сыра. Посыпаем рыбку сыром и отправляем в духовку еще на 5-7 минут, чтобы расплавился сыр. Рыбка готова. Вынимаем зубочистки и перекладываем в блюдо для подачи. Вот такая красивая скумбрийка по-королевски у меня получилась. Сейчас покажу ее в разрезе. Рыбка получается очень вкусная, нежная и сочная. Она станет украшением любого праздничного стола и порадует всех ваших родных и близких. Сегодня я готовлю неимоверную вкусноту вяленую скумбрию. Присоединяйтесь. Свежемороженую скумбрию филируем, удаляем кости, черные пленки, тщательно промываем и просушиваем. Теперь филе солим и натираем каждый кусочек. Теперь на филе посыпаем сахар. Также натираем каждый кусочек. Теперь на каждое филе выкладываем горчицу. Равномерно смазываем филе горчицей. Перекладываем филе в удобную емкость для хранения. У меня пластмассовый судочек. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 24 часа. Прошли сутки, вот так выглядит наша рыбка. Теперь ее необходимо хорошенько промыть под проточной водой. Промытую рыбку хорошо просушиваем бумажными полотенцами. Теперь необходимо проколоть рыбку со стороны хвоста на расстоянии 1-2 см от краешка. Продеваем нитку, сложенную в 2 раза. Теперь необходимо подцепить ее для подсушки. Делать я это буду в холодильнике вот таким образом в течение суток. Прошли сутки, вот такая красивая рыбка получается. Нарезаю ее на порционные кусочки и подаю к столу.
Рыбка получается нереально вкусной, очень нежной и просто тает во рту. У скумбрии отрезаем голову, хвост, разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Тщательно промываем рыбку под проточной водой и просушиваем бумажными полотенцами. Приготовим посолочную смесь. Смешиваем соль, сахар, молотый кориандр. Добавляем сухую горчицу в зернах, предварительно разломав зерна. Я буду использовать нож, можно сделать это в ступке. Ломаем на небольшие кусочки 1 лавровый лист, перемешиваем. Тщательно натираем посолочной смесью рыбку, как внутри, так и снаружи. Укладываем рыбку в пакетики, туго заворачиваем. Теперь во второй снова туго заворачиваем. Перекладываем рыбку в тарелку и отправляем в холодильник на 2 суток. Несколько раз в течение этого времени рыбку необходимо перевернуть. По истечении времени скумбрию промываем. Просушиваем бумажными полотенцами. Очень вкусная ароматная малосольная скумбрия готова. Нарезаем на порционные кусочки, подаем к столу. Предлагаю вашему вниманию рецепт вкусной засолки скумбрии «Мурманское сало». Присоединяйтесь. У рыбки отрезаем хвост, голову, разрезаем брюшко, отрезаем плавники, удаляем внутренности и черную пленку. Тщательно промываем рыбку под проточной водой. Над плавниками вдоль хребта срезаем верхнее филе рыбки. Удаляем кости. Срезаем хребет с плавниками со второго филе. Аналогично поступаем со второй рыбкой. У меня вес одной очищенной рыбки 350 грамм. На одну рыбку я использую чайную ложку соли, и пол чайной ложки сахара. Равномерно распределяем соль и сахар по филе. На каждое филе добавляем по одному зубчику измельченного чеснока, также равномерно распределяем. Складываем филешки. Укладываем их в пакет и туго заворачиваем. Отправляем в холодильник мариноваться на 1 сутки. По истечении времени отправляю в морозильную камеру на 3 часа. Храню такую рыбку в морозилке. Нарезаю рыбку на тоненькие порционные кусочки и подаю к столу. Рыбка получается очень нежная, с легким малосольным вкусом. Сегодня готовлю очень вкусную, ароматную и пряную скумбрию, запеченную в духовке. Присоединяйтесь. У скумбрии отрезаем хвостик, голову. Делаем надрезы вдоль хребта с 2 сторон, не разрезая брюшко. Удаляем хребет, удаляем внутренности и черную пленку. Тщательно промываем рыбку. Аналогично поступаем со второй рыбкой. У меня вес очищенных 2 рыбок 500 грамм. Приготовим маринад. Измельчаем 3 зубчика чеснока. Добавляем соль по вкусу. 1,5 чайные ложки сладкой паприки. 2 столовые ложки растительного масла без запаха. И 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем. Выкладываем маринад на рыбку, равномерно распределяем его. Накрываем рыбку пакетами и отправляем в холодильник на 2-3 часа промариноваться. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Выкладываем рыбку и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. Рыбка готова. Она получается очень нежной, с ярким пикантным вкусом. Вы будете готовить ее еще и еще. Хочу поделиться с вами самым простым и быстрым способом засолки скумбрии. Скумбрию размораживаем, отрезаем хвост, отрезаем голову по диагонали, захватывая плавники. Разрезаем брюшко, отрезаем плавники и удаляем внутренности и черные пленки.
Тщательно промываем рыбку под проточной водой и протираем бумажными полотенцами. Филируем рыбку, делая надрезы вдоль хребта с двух сторон. Удаляем косточки. Аналогично поступаем со второй рыбкой. У меня вес каждой рыбки 250 грамм. Теперь каждое филе хорошенько обмакиваем в соли. Нам понадобится обычная каменная соль. Выкладываем филе одно на другое, укладываем в пакетик или удобный судочек. Сворачиваем пакетики и отправляем в холодильник на полчаса. Замаринуем лук. Нарезаем лук полукольцами. Мелко измельчаем несколько стеблей укропа. Лук поливаем соком трети лимона. Добавляем четверть чайной ложки сахара и хорошенько перемешиваем все ингредиенты, слегка придавливая лук. Оставляем лук мариноваться. Пока солится рыбка и маринуется лучок, отвариваем картошку в мундирах, готовим саламурчик и достаем квашеную капусточку. Рыбка просолилась, ее тщательно промываем под проточной водой и просушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем на порционные кусочки. В блюдо для подачи выкладываем лучок, сверху рыбку. Вкусная малосольная рыбка готова. Зовем домочадцев и наслаждаемся. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.